духовка с... Забыла слово. Плитой? Поэтому, когда я готовлю, то либо это делаю я, либо это делает Илья. Забыла слово. Кастрюля, может? Да. Всем привет! Это Купидитас. Сегодня мы хотим поговорить про камбус. Камбус в море называется кухня. Ну и, естественно, женский взгляд на все это дело. Кухня у нас, как вы видите, Г-образная. Это очень удобно для готовки во время ходьбы в море, под парусом, под мотором, неважно, удобно. Потому что чаще всего качает так. И когда вы стоите на прямой кухне, то это получается взад и вперед. Меня немножко укачивает, поэтому мне комфортнее, наверное, на Г-образной. Но когда вы стоите в марине, прямая кухня гораздо круче, потому что на ней больше рабочей зоны чаще всего бывает. У нас, как вы видите, ее немного, потому что вот этот холодильник, тут 2 раковины и плита с духовкой. Поэтому, когда я готовлю, то либо это делаю я, либо это делает Илья. Да? По очереди. Когда к нам приходят гости и говорят: Ань, тебе что-нибудь помочь? Я говорю: слушайте, тут места нет, чтобы помочь, поэтому не надо. Разве что финансово. Вот. На прямой кухне, конечно же, это комфортнее, да? Когда стоишь в марине, могут тебе несколько человек сразу помогать, потому что есть место, есть возможность. Ну что, так как у нас с лодкой не шла сюда фанерочка, которая полностью закрывает обе раковины, мы с Илюшей нашли в магазине замечательную доску для нарезки и решили ее использовать именно как рабочая зона. Это очень удобно. И, в принципе, когда я готовлю, делаю все именно на ней. Потому что у меня есть свободная раковина, где я могу помыть овощи, фрукты, мясо и так далее. И есть зона, на которой можно все нарезать, разложить, помешать, переложить и так далее. Потому что я не знаю, как у других хозяек, но я всегда что-нибудь обязательно забуду. Поэтому, если я расположусь на холодильнике и начну зону, и моя рабочая зона будет на холодильнике, то мне придется в какой-то момент вспомнить о том, что я что-то там забыла, оно мне очень нужно, и придется это все перекладывать. В общем, поэтому я всегда держу холодильник свободным и работаю только на этой нарезочной доске. В принципе, кухня на лодке, она практически такая же, как и дома. Здесь есть шкафчики, да, шкафчики, где хранятся ножи, вилки, приборы и так далее. Также есть, где хранятся тарелки, стаканы, чашки и все остальное. И обратите внимание, все у нас идет с бортиками, как внутри шкафчиков, потому что все-таки мы живем на лодке и надо предусматривать крен, да? И также сверху. Мы в обзорах с Ильей показывали о том, что в современных лодках почему-то очень сильно забывают про эти бортики, а они очень удобны, потому что это дополнительное место, где можно что-то хранить, да, и бортики, они защищают от того, что ничего не упадет. Вот у нас вот это вот все, оно на любом крене стоит. Проходили, знаем, да? Естественно, в современных лодках сейчас делают холодильники с двойным, так скажем, доступом, да, вертикальным и горизонтальным. У нас только вертикальный доступ, да, напишу таким вот образом. Сверху, вот в этой части, это морозилка, все остальное это холодильник. Он достаточно глубокий. Но если вы хотите что-то найти и знаете о том, что это вы положили в самый низ, ну, приходится все это выкладывать, найти ту самую вещь, которую нужно, и все это обратно положить. Поэтому чаще всего здесь бывает бардак, потому что уже сил нет каждый раз наводить порядок, когда ты что-то забыл внизу сам. Вот, естественно, если бы у нас еще была бы и горизонтальный доступ, мы могли бы здесь спокойно открыть, достать, но это все, естественно, на стоянке. На ходу, конечно, лучше всего использоваться вертикальным доступом. По поводу того, что есть. На лодке есть, в принципе, все, что есть у любой хозяйки на кухне. Да? Это и сковородки, и кастрюли, и чайники, и чашки, и ложки, и приправы, и все на свете. Просто здесь, когда вы на ходу, готовка немножко
происходит по-другому, экстремальнее, а если вас укачивает, то это делает за вас ваш мужчина. Итак, здесь у нас есть тоже есть один шкафчик с двумя дверками, в котором расположились кастрюли, сковородки. Также здесь я храню овощи, которые не нужно хранить в холодильнике, да, салатницы и так далее. Также здесь идет управление холодильником, холодно, горячо и так далее. Вот эти вот подкладки не скользящие, кстати, они очень удобны. Мне нравятся. На ходу тоже не скользит. Здесь как такового шкафчика у нас нет, потому что здесь находится все, что касаемо холодильника и переключатель газа. Также есть еще прекрасные шкафчики для хранения. То бишь, это на самом деле было ведро для мусора, но его использовать неудобно, да? Вы работаете это здесь, не будете же вы сюда все это выбрасывать, бегать постоянно. Поэтому у нас здесь чаще всего висит пакетик мусорный, это удобнее. Поэтому это у нас называется хозведро. Здесь различные химия, пакетики и так далее. И еще один тоже удобный шкафчик для различных специй. Тоже все с бортиками, для того, чтобы ничего не падало. Как-то под сильный-сильный крем у нас тут немножечко попадало, ну да ладно. По поводу плиты. 2 комфорки. Естественно, духовка. Духовой шкаф. Все работает на газу, очень удобно. И, естественно, когда вы идете, плита, так как она находится на карданном подвесе, вы ее, так скажем, ставите в подвижное положение. Когда вы стоите в марине, ее можно сделать опять в неподвижное положение с помощью вот этой вот штучки. Вот так. И все. Она стоит, не шатается. Так как мы стоим зимой в марине и стоим здесь около 3 месяцев или 4, где-то так. И что для того, чтобы не использовать газ, нам чтобы нам все равно ходить заправлять, когда он заканчивается. У нас, конечно, баллонов-то много, но все равно. А электричество у нас бесплатное. Сейчас я вам покажу. У нас есть вот такая вот прекрасная индукционная плита. На самом деле, все кастрюли я привезла с собой. А они мне оказались все индукционными. Поэтому нам очень повезло. Так что посуда у нас вся подходит для индукционной печи. И на ней готовится все гораздо быстрее, удобнее. И также скороварку, которую мы купили с Ильей в Италии, она тоже оказалась для индукции. Поэтому я сейчас кайфую и практически все время готовлю на ней. На газу мы готовим, наверное, только кофе, потому что кофемашина у нас не предназначена для индукции. Это все. Ну что, давайте приготовим обед. Итак, давайте на обед приготовим салат и мясо. Салат приготовлю я, а мясо Илья. Итак, вот все ингредиенты почти. Здесь у меня лежат досочки. Видите, все под рукой, все удобно. Что же, поскольку камбус у нас Г-образной формы и удобен для готовки на ходу, но никак не вдвоем, поэтому готовим мы вахтовым методом. Пришла моя очередь. Я собрался готовить мясо, а именно небольшие, маленькие, аккуратненькие стейки. Для этого мне понадобится, будете удивлены, сковорода.
Дальше для приготовления мяса потребуется само мясо. Достаем мясную разделочную огромную доску, достаем мясной разделочный нож, керамика. Мясо, прежде чем жарить, надо немножечко подготовить, отрезать всякие штучки. Но я думаю, вы и без меня это знаете. Я не сильно мелочусь. Вот, это у нас получилась сегодня вырезка из коровы небольшая. В Черногории вообще мясо очень хорошее. Вот. И, как правило, сильно заморачиваться с подготовкой этого мяса к жарке не надо. Но, тем не менее, я вам сегодня покажу некоторые моменты, которые могут пригодиться, если, допустим, хорошего мяса вы купить не можете. А это очень запросто может произойти, если вы оказались где-нибудь, например, в Италии. В Италии мясо все такое шприцованное, с какими-то жилками, прожилками. В общем, после готовки можно даже жвачку не покупать, вполне сгодится кусочек мяса из Италии. Когда-то в старину мясо отбивали, да, для того, чтобы оно было мягче. Но оно превращалось в тоненький такой маленький кусочек, но было мягким. Но чтобы сохранить пышность мяса и при этом, чтобы оно было мягко, можно использовать такую штуку, называется тендерайзер. Его задача сделать множество проколов в мясе и разрезать даже, получается, волокно, да, и за счет большого количества дырок мясо лучше пропекается изнутри, и это и быстрее, и оно мягче, и вкуснее. Делается примерно как печать в паспорте. Все. Видите, кусочки остаются толстыми, не так, как после отбивки молотком. И стейк за счет этого получается пышным. Следующим этапом надо включить плиту градусов на 150, заготовить рассекатель для масла, чтобы брызги не разлетались и Анечке потом было не так много мыть. Ну и пока сковородка греется, давайте посмотрим. У нас есть вот такой вот распылитель, но он что-то не особо распыляет, но тем не менее очень удобно такой штукой дозировать масло. Мы с вами знаем, что сильно много масла, особенно жареного, это вредно для организма. И в принципе во время переходов, качки, чтобы там не колдовать с банкой масла, мы применяем вот такую штуку. Буквально вот несколько прысков можно сделать и оставить. Также у нас есть пинцет, как у доктора практически, и мы, соответственно, им будем орудовать. Поскольку плита индукционная, разогревается моментально, и дальше дело уже техники. Надо выловить кусочек и складывать его. Оп. Оп. Во время жарки, как правило, образуется, ну, в данном конкретном случае пар, но иногда бывает дым. На некоторых яхтах пытаются продавать очень дорогие вытяжки морского исполнения. Но для этого вполне удобно и комфортно применять окно. Таким образом, сразу все ароматы туда уходят. Также очень важно отметить, что многие любят мясо перед готовкой посолить или еще хуже поперчить. Этого делать нельзя по двум причинам. Первое, соль, она выгоняет влагу очень быстро из мяса, и, соответственно, мясо не
получается таким сочным. А перец, в свою очередь, быстро пригорает и дает запах гари, привкус гари на мясе. Вот таким образом заканчиваем готовку. Мясо уже готово, фактически прошло несколько минуточек. Оно у нас будет такой средненькой прожарочки. Мы его спокойненько накладываем. И оно у нас сочное и красивое. И если хотите, есть еще один лайфхак, который мы используем в переходах и когда экономим воду. Поскольку мясу все равно нужно полежать несколько секундочек, минуточек перед тем, как потреблять его в пищу, и у нас сковородка все еще горячая, это важно именно делать на горячую, можно взять самую обычную салфетку и спокойненько ее протереть, убрав, собственно, все излишки. Это очень важно делать именно на горячую сковородку, да, то есть таким образом, если мы попадаем в дальнее плавание, то нам, безусловно, гораздо выгоднее набрать побольше бумажных салфеток и не тратить воду на помывку, например, сковороды. Но не только воду, время, силы, моющие средства и так далее. То есть, если что, применяйте. Ну что же, вот так вот делается обед на Купидитас.